Всем привет! Вы смотрите проект Power Device, и сейчас я расскажу вам о двух интересных обновлениях, которые уже сейчас вы сможете установить на свои телефоны Xiaomi. Первое обновление будет касаться рабочего стола, а второе обновление будет касаться галереи, но обо всем по порядку. Итак, что насчет рабочего стола, он же системная оболочка? Во-первых, за последнее время вышло два глобальных обновления системной оболочки. Первое обновление, вот это, я уже выкладывал в своем телеграм-канале. Его номер 4.39.14.76.36. На многих телефонах данное обновление с Android 13 и MIUI 14 давало новую функцию. Если удержать на рабочем столе, зайти в настройки, еще появляются две новые функции, это жест вверх по рабочему столу и жест вниз. Можно выбрать контент-центр, либо нет действия, а также поиск, либо шторка уведомлений. Соответственно, если на рабочем столе сделать такой жест, то появляется поиск. Так вот, сейчас разработчики выпустили еще более новое, такое же обновление. Оно под номером 4.39.14.76.80. Это телефон Redmi Note 13 Pro Plus, и на нем старое обновление не работало, но зато новое стало работать. То есть новое обновление рассчитано на более широкий спектр прошивок. Но будьте внимательны, данные обновления рекомендуется устанавливать на телефоны с MIUI 14 и Android 13. Теперь на этом телефоне у меня также появился глобальный поиск. Также, друзья, не забывайте, что в данном поиске можно активировать вот такие папки. Для этого зайдите в настройки, расширенные настройки, регион, находим регион Индонезия и переключаемся на него. После чего активируем поиск. Если папки сразу не появятся, немного подождите, они обязательно активируются. К сожалению, приложения в этих папках распределяются автоматически, вручную это не сделать. Сейчас перейдем к обновлениям галереи, ну а пока покажу, как удалить обновление рабочего стола, если вам это понадобится, и ничего при этом не потерять. Если вы просто так удалите обновление рабочего стола или системной оболочки, то у вас разлетятся все ваши ярлыки по разным местам. Чтобы этого избежать, зайдите в настройки, о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство, снимаем все галочки, открываем другие системные данные, находим здесь системная оболочка, выделяем ее и нажимаем «Создать резервную копию». Дальше в настройках идем в приложение, все приложения, нажимаем три точки «Показать системные приложения». В поиске пишем «Системная оболочка», заходим сюда и нажимаем «Удалить обновление», после чего у вас вернется предыдущая версия рабочего стола. Далее в настройках заходим о телефоне, снова резервирование, мобильное устройство, дальше вот здесь восстановление. Нажимаем на наше созданное восстановление, можно его открыть, убедиться, что здесь системная оболочка, нажимаем «Восстановить», после чего все виджеты и ярлыки на вашем рабочем столе восстановятся. Если у вас Android 13 и MIUI 14, рекомендую установить сперва более раннюю версию, а потом более позднюю. Эти файлы с обновлениями, как всегда, оставлю в своем телеграм-канале, ссылка будет в описании под этим роликом. И, конечно, там же выложу обновления для редактора галереи. А теперь о том, что они дают. С редактором галереи все очень просто. Открываем какое-то изображение, нажимаем «Изменить». Обновления редактора у меня уже установлены. И вот здесь сверху появляется новый пункт Quality, то есть качество. По умолчанию стоит High, то есть высокое. Также можно поставить Best, наилучшее. А вот здесь можно изменять размер изображения. Видите, параметры изменяются. То есть, чтобы сделать лучшее изображение, нужно выбрать 100% и Best Quality. Далее нажимаем просто «Сохранить». Конечно, я уже протестировал данную функцию заранее, и могу сказать, что данная функция является неким улучшателем изображений. Смотрите, вот это исходник, из которого мы делали улучшения. Конечно, на камеру вы это вряд ли заметите, но вот здесь у буквы «В» и у других букв снизу заметны пиксели. А вот это изображение мы улучшили. И вот здесь этих пикселей уже гораздо меньше. Можете сами это протестировать с какими-то изображениями. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, постараюсь помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.